Знаете, мне даже интересен не сам многочасовой допрос Януковича, хотя и в нем были интересности всякие. Хотя самое интересное, мне кажется, произошло в Киеве, когда Юрий Витальевич Луценко, генпрокурор, решил поиграть в игру «Поговори сам с собой». И при выключенной связи начал зачитывать подозрения Януковичу. Так вот, мне даже не это все интересно больше, а мне больше интересна реакция граждан на этот допрос, на самого Януковича. Эти граждане 3 года назад жили в Украине, 4 года, 5 лет назад. Не все из них, как я, были вынуждены петлять от того дурацкого режима, от силовиков, которым было абсолютно наплевать на человека, для которых человек был просто винтиком, если он задевал их преступные интересы. В общем, эти люди жили, они меняли доллары, покупали доллары по 8, евро по 10 и покупали продукты, ходили в магазины. Сейчас они тоже живут, ходят тоже в магазины, цены там другие, платят за коммуналку совсем другие деньги. Ну, много чего вроде бы как изменилось в их жизнях, и можно было бы что-то понять. И как минимум лицо Януковича должно было пробуждать хотя бы там где-то в глубине души такую, знаете, легкую ностальгию. Во-первых, мы решили пообщаться с людьми под судом. Люди под судом собрались непростые, это родственники погибшей Небесной Сотни. Мне стало интересно вообще их мнение. Они уже назначили виновного? Засідання ми вважаємо, що його вина, і ми будемо доводити його в судовому процесі. І ми зробимо це, і Янукович і його поплічники будуть покарані. Тобто ви прийшли не блокувати, а... Так, просто висловити свою позицію, донести його до людей и показать, что мы думаем о всем. По ходу дела у них уже все решено. Янукович и его соратники должны быть наказаны. Они уже назначили виновного. Получается, эти люди как бы сами заявляют, они играют на руку власти. Это лично мое мнение, когда они говорят, Янукович преступник. И там у них будут таблички «Зека на нары». Зека на нары. Люди, которые на самом деле отдали приказ стрелять, я никогда в жизни не поверю, что это сделал Янукович, смотрят на родственников Небесной Сотни, требующих наказания для главного преступника Януковича, і в душі аплодують, мені кажеться. Проживали ми в Криму, в Керчі. Він поступив у Львівський національний університет Івана Франка. Він закінчив університет в якості, чи отримавши спеціальність філософський факультет, спеціальність політолог. І він був магістр політології. Він поїхав на Майдан вже 22 листопада, він був на Майдані зранку. Тому ми обов'язково продовжуємо справу своїх синів, чоловіків і покарані вбивці будуть. Це однозначно. Я в це вірю 100%. И покараны будут убийцы. И они уже назначили убийц. Они уже четко знают, что вот эти вот беркута, это они забирались на крыши, стреляли из снайперских винтовок. Они уже четко в этом уверены. Но мы задаем вопрос. А как вы думаете, может быть кто-то еще виноват? Ну может такое быть? Ви знаєте, мені важко сказати, хто ще причетний був до тих подій. Ось, але те, що Янукович тоді був при владі, він був головнокомандувач нашої країни, то все, що відбувалося в країні, це все в першу чергу залежало від нього. Якби він хотів зупинити цей безлад, він міг зупинити. Одне його вказівка, його якийсь підписаний документ, і все це було правильно. Тут я абсолютно согласен. Безлад он мог зупинити одним указанием, одним своим приказом. Я абсолютно уверен. Но понравилось ли бы тем, кто находился на Майдане, то, как Янукович это остановил бы. И что он остановил бы? Когда я читаю сейчас, надо было разогнать Майдан. Серьезно, разогнать, и что потом произошло бы? Ну, разогнали бы Майдан. Это успокоило бы регионы, это успокоило бы миллионы людей, которым внушили, что ассоциация является путем там Євросоюз, там каким-то зарплатам, роботам. А за його часів тільки відбулись злочинні засідання парламенту 16 січня, де були прийняті злочинні закони. Після того так само мій син сказав, що тепер вони всіх будуть знищувати, що відбулося в цій країні. І за це він повинен понести. Да, преступные законы 16 января. Сейчас их начинают вспоминать все реже. А почему? Потому что сейчас новые законы принимаются, которым те законы даже в пуп не дышали.
И мы задаем вопрос, а вы сейчас не видите, что внедряются как раз те же закони, только круче? Не знаю, що зараз. Так само затримується, так само нічого не відбувається, все затягується. От, напевно, значить, ця влада так само має якісь погані, як правильно сказати, робить не все для того, щоб все було розслідувано. Синові було 17 років, загинув 20 числа, 9 годин 26 хвилин, приїхав половина 7-ї години зранку і 2 години, 3 години був на Майдані. Я не міг стерпіти того побиття 21 листопада, що від студентів. Не міг змиритися з тією владою, що студенти хочуть свою думку висловити і за це їх б'ють. И мы задаем вопрос, допускаете ли вы такую возможность, что Янукович не виноват в расстреле Небесной Сотни, в частности, вашего сына? Ні, такого не може бути, тому що я впевнений, що він сам віддавав прикази, і ті прикази ще були віддані Януковичу з Кремля. Янукович сам отдал приказ, а ему этот приказ дали с Кремля. Зачем? Потому что он сумасшедший, это же очевидно. И Янукович, подписав мировую в присутствии европейских, как он думал, партнеров, которые его прокинули по своей ли воле, или они ими тоже в темную сыграли. Он подписывает мировую, а потом думает, дай-ка я расстреляю этот Майдан, дай-ка я их всех убью. Почему? Потому что я маньяк. Зека на нары! 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 Янукович віддав наказ. Нехай не брешуть, що він накази не віддавав. Тому що в тій державі, в якій правив Янукович, без Януковича не робилося нічого. Те, що він зараз говорить, що він не винуватий, що він не віддавав прикази, це все брехня. Віддав приказ він і його найближче оточення. Захарченко, Пшонка, ці люди причетні до вбивств на Майдані. Я понял, в чем соль. Они не допускают мысли о том, что стрельба велась другой стороной. Или в лучшем случае третьей стороной, которая желала стравить, которая желала подбросить уголька в костер. Янукович сказал на своем допросе очень важную вещь. Улыбаясь, он сказал, что периодически решались вопросы там с оппозицией, да, там они приходили, уходили. Он не может сказать, как решались. Он не может рассказать про отгруженные 10 наликом и 10 положенные на счет, потому что тогда вопросы возникнут к нему уже. А откуда ты взял эти 10? Просто из сейфа достал 10 миллионов. Как бы у тебя, может, в кабинете всегда они были. Он не может об этом говорить, потому что тогда прямым текстом он скажет: я коррупционер, у меня были деньги, которых у меня быть не могло. Но при этом те, которые тогда были оппозицией, они напрягались, конечно же, сегодня, слушая его. И поэтому такой гул и пошел, что вот, посмотрите, какой клоун, ха-ха. Да как можно его слова воспринимать всерьез? Чепуха какая-то. А возможно ли, что кто-то из нынешней власти тоже причастен к этим преступлениям? А? Можливо. Будемо працювати, будемо шукати, будемо доказувати. Все можливо. В нашому житті все можливо. Была пресс-конференция господина Януковича, на которой он наговорил кучу бреда. Соответственно, реакция людей, публики будет гораздо меньше, ожидаемая, чем фактически сломали планы Российской Федерации, которая позволила это сделать. Судя по его лицу, он вчера эти серьезные планы всерьез отмечал. Это представитель Автомайдана. Они сломали планы Кремля. А планом Кремля было вытащить Януковича из забвения, чтобы он дал какие-то месседжи. Для чего? Для того, чтобы раскачать страну.
Я, понимаете, не хочу говорить о таком плане шатун, как сегодня там говорят, но это фактически однозначно является конструкцией с помощью Российской Федерации для дестабилизации сегодняшней ситуации в Украине, для того, чтобы реваншисты, партия регионов, АПОБЛОК могли дальше проводить свою ганебную политику, которая фактически приводит в Украину русский мир. И это было все звенья одной цепи, сложенные, очень четко спланированные. Мы поломали это в пятницу, просто не дали этому состояться. Мы сегодня его видим в качестве допрашиваемого как свидетеля, который будет сейчас каким-то образом пытаться повлиять на суд и выгораживать убийц Небесной Сотни. Он является обвиняемым и должен сидеть на нарах и должен быть в тюрьме, а не давать свидетельские показания. У них уже есть готовый преступник. Они абсолютно уверены, кто это совершил. У них ни тени сомнения в этом нет. Беркута стреляли, а указания дал Янукович. И не надо размышлять, для чего ему это надо было. Он получил приказ из Кремля и его просто ретранслировал. Тому сьогодні ми прийшли до Святошинського суду. Ще раз наголошую, ми нічого не блокуємо, ми не заважаємо. Ми прийшли до суду заявити дві конкретні наші позиції. Перше, місце Януковича в тюрмі як головного злочинця, а не бути свідком і з довольною пикою віщати з Ростова за вказівкою Путіна. Для цього представники Генеральної прокуратури, адвокати Небесної Сотні мають максимально об'єднати свої зусилля з тим, щоб Янукович був максимально швидко засуджений, очно або заочно. І друге, ми хочемо звернутися до влади, до суспільства, до засобів масової інформації, щоб вони пам'ятали, чому відбувається цей процес. Тому що є потерпілі. І тому що Янукович, головний організатор розстрілів, головний організатор каліцтва, вбивства людей, має понести заслужене покарання. Але не забувайте, будь ласка, про нас, про тих людей, які пролили власну кров і втратили частину свого здоров'я на Майдані у боротьбі за вільну і незалежну Україну. Дякую. Павло Сидоренко, координатор ініціативної групи постраждалих поранених на Майдані. Очень понравился эфир с Гонопольским, кстати. И там звонили в студию и рассказывали, какое у них впечатление от допроса Януковича. Значит, мнение очень отрицательное. Мне бы казалось, такие вещи просто нецелесообразно было показывать по телевидению. Почему? Лучше бы... Почему, если хотели расследования, так нужно, чтобы он давал показания в Украине. Они повторяют то, что им рассказывают в СМИ. Нет, надо, чтобы Янукович давал показания в Украине, в украинском СИЗО. Почему надо? Ведь он же может это делать и на расстоянии. Это украинское законодательство позволяет. Почему украинцам нельзя этого показывать? Да потому что там 50% неправда. Но вы же определили. А вот вы смотрели? Отвлечь внимание, значит, отвлечь внимание от жизни. Янукович говорил для того, чтобы отвлечь внимание от жизни. Украинцы, вы отвлеклись от жизни, увидев Януковича? В таком случае Януковича, наверное, вытащил Порошенко, чтобы вы не обращали уже внимания там на тарифы, на все остальное. Пойду-ка на Януковича посмотрю. Он отвлекает мое внимание от моей жизни. Я вообще не могу такие передачи смотреть. Это очень, тем более сейчас и так народ взбудораженный. А вот этими передачами еще больше накручивают. Понял вас. Понятно. Будоражат народ Януковичем. Скорее всего, его показывают с целью того, что уже люди не очень довольны нынешней властью. И вот эти все рассказы его для того, чтобы еще больше расшатать ситуацию. Это уже второе, но они все говорят как по кальке. Они вот что услышали, то и повторяют. Подождите, вот вы говорите, мой дорогой, вы говорите, да, что его показывают с целью. Кто его показывает? Ну, Россия, естественно. Да Россия его не показывает. Вы же смотрите его по украинскому телевидению. Да плевать. Плевать, что по украинскому телевидению. Это Россия его показывает. И Кремль меня заставляет на это смотреть. Да. Какого-то гадостного, такого вот, и желания помыться, вымыть руки. А у этой гадостливое желание и желание помыть руки. Иди помой. Только холодной водой, потому что горячая сейчас, дорогая очень. Кто внушил этим людям, что они
очень плохо жили при Януковиче. У них же не было, как у меня, 150 часов следственных действий, 100 часов допросов, да, там, уголовных дел беспредельных. У них такого не было в большинстве своем. Так я вам еще скажу, у них и бизнеса не было. А если был малый бизнес, то они жили, ну, точно так же, как сейчас. А, не точно так же. Чуть лучше. Ну, первое, неприятно, конечно, что очень врет, извивается, пытается какие-то призывы к народу, пытается... Я знаю ложь Януковича в его допросе. Уверен, этот молодой человек совсем другое имеет в виду. Янукович врет, потому что он дал указание расстрелять Майдан. Зачем? Это не надо об этом думать. Не думай об этом. Он дал. И Россия его использует еще раз уже как отработанное что-то перед тем, как отправить в небытие. И опять Россия его использует. Откуда этот человек это взял? Вот сам бы он, без ящика, без радио, без своих там СМИ, он догадался бы до того, что это Россия использует Януковича? Вряд ли. Следующей девушке ее вообще смешно, потому что Янукович о себе в третьем лице сказал. Это так смешно, гомерически. Очень посмешили некоторые моменты. Какие, например? Ну, например, когда он говорил о себе как от третьего лица. Ну и последнее не понравилось то, что Янукович пытается из себя строить человека. Ну, объясняю, ну просто он пытается себя позиционировать как человек, понимаете? Ну, именно как человек, не президент, а человек. Он объясняет именно как человек. Что из этого всего следует? Я не знаю. Я живу в другом мире, слава богу, знаете. Но я прекрасно представляю, как все эти люди жили раньше, как они живут сегодня. И я должен сказать, что я не встречал еще народа, который был бы более восприимчив к тому, что ему рассказывают, и принимал бы то, что ему рассказывают средства массовой информации, с таким горячим желанием. И даже, знаете, с таким восторгом. Пока.